Приветствую уважаемых подписчиков и гостей нашего канала. Перед просмотром ставьте лайк, подписывайтесь на канал и не забывайте нажимать на колокольчик. В Вахитовский районный суд Казани доставили главного криминального авторитета республики Сергея Нейдерова. В отношении 59-летнего Нейдерова МВД Татарстана возбудило уголовное дело по статье 210.1 Уголовный кодекс Российской Федерации «Занятие высшего положения в преступной иерархии». По данной статье мужчине грозит от 12 до 20 лет лишения свободы. Суд должен избрать для него меру пресечения. Процесс начался с опозданием на 1,5 часа. Ждали, пока освободится зал, способный вместить всех желающих поприсутствовать на процессе. Суду Нейдеров рассказал, что последний раз привлекался в 1995 году, и у него имеются совершеннолетние дети. Это, пожалуй, все, что можно было понять из ответов на вопросы. На вопрос, есть ли вопросы к следователю, Нейдеров ответил: 60 лет хватило, чтобы начать думать задним местом. Уже после объявления перерыва авторитет разоткровенничался с журналистом «Казань Ферст». 60 лет, как жизнь изменить, куда идти, малейшие преступления, уже десятка. У меня 3 дочки, все хорошо, все образованы, одна психолог, другая тоже психолог, третья в медицинском учится. У меня полномочий не было общак держать, общак держат другие люди. Если обращаются, я должен был вопросы решать, кто бы там ни был. Если мужика избили, например, должен был выехать выяснить. Вот что входило в мои обязанности, сказал Нейдеров. То есть вы были криминальным судьей, уточнила журналист «Казань Ферст». Да, совершенно верно, ответил Нейдеров. Он рассказал, что официального коронования его как главного криминального авторитета по Татарстану не было. То есть там воры в законе или кто? Просто собиралась уличная шпана, сели на лавочки, решили: а давай ты будешь туда-сюда. Вот такие были решения, а не то, что там официальные какие-то. Подошли ко мне как ко взрослому. Серый, давай, мол, ты тут самый взрослый, более или менее все соображаешь. На тот момент у нас все было тихо, спокойно, никакой бойни не происходило, вопросы решали тихо, дружно, никого не притесняли. А сейчас я готов только на спокойную жизнь и больше никуда, сказал Сергей Нейдеров журналисту «Казань Ферст». Напомним, по версии следствия, Нейдеров был назначен положенцем по Татарстану еще в 2015 году на криминальной сходке авторитетов. На ней присутствовал известный вор в законе Роман Сычев, Сыч Казанский. Ранее Нейдер был неоднократно осужден за разбой, подделку документов и хулиганство. Нейдер контролировал общак, назначал смотрящих по районам Татарстана, участвовал в разрешении конфликтов между группировками. Задержали авторитета 23 марта. В ходе обысков в его доме и на даче были изъяты 2 тетради с записями о поступлении и расходе денежных средств, собираемых в общак, вещи и предметы с воровской символикой, пистолет Макарова и патроны к нему, сим-карты, сотовые телефоны и деньги в рублях и в зарубежных валютах.